Всем привет, на канале Александр Амбрес. Сегодня к нам в гости попало 12125 АЕГ на полное обслуживание. Болгарка работает, но работает громко и с вибрацией. Хозяин не стал дожидаться, пока что-то сломается, и принес заблаговременно. Ладно, приступаем к разборке. Откручиваем заднюю крышку и достаем щетки. Снимаем пружинки и достаем сами щетки. Теперь откручиваем корпус редуктора от корпуса электрики. Ну и, естественно, вскрываем. Давайте сразу же вскроем редуктор. Ну да, со смазочкой тут как бы малость беда. Передний подшипник не люфтит, но его, пожалуй, стоит заменить, потому что уже немножко шумит. А вот верхний подшипник якоря, который находится над крыльчаткой, прям в плохом состоянии, он тяжело уже крутится. Человек очень вовремя принес свой инструмент. Отвлекемся буквально на пару минуток. Многие в комментариях спрашивали, где же новая мастерская, почему из нее не выходят ролики. Так вот, все хорошо, не волнуйтесь, вот она новая мастерская, ролики будут, но мне ее для начала, мастерскую, надо доделать. Сегодня, вот, к примеру, я наконец-то определился с цветом, в который буду красить стеллажи, металлическую их часть, и этим как раз и займусь. Если честно, я так долго думал, во что бы покрасить вот эти металлические стеллажи, что уже успел привыкнуть к вот этому темно-серому цвету, и как бы примерно в такой же их и закатаю. Оригинально, правда? Но с другой стороны, этот серый здесь очень даже неплохо смотрится. Короче, в любом случае, надо со стеллажей поубирать весь инструмент. Приступаем! И да, в ближайшее время будет один очень прикольный проект. Готово. Теперь можно убирать все вот эти съемные ложементы. Чтобы сэкономить всем время, сделаю это с помощью магии монтажа. Ну и все. Теперь надо все пораскручивать, и можно приступать к покраске. Буквально 10 минут времени, и стеллажи можно спокойно, подетально красить. Ни минуты не пожалел, что сделал их разборными. Подстелил фолию, подвесил все съемные основы для ложементов, и можно приступать к обезжирке. Не забываем защитить легкие. Ну и все, можно красить. Использовать буду грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине от Ole Color. Лучший за свои деньги вариант и, что очень важно, экономящий мое время. Этот материал сильно упрощает подготовку поверхности. Для него не нужен идеально очищенный металл. Достаточно снять всю рыхлую ржавчину и отваливающуюся краску. Обезжирить поверхность, хорошенько размешать содержимое банки и вуаля! Красим. Темно-серого цвета в линейке нет, но это не проблема, так как эту эмаль можно смешивать. Поэтому ща я поработаю колористом. Вот такой цвет у меня получился. Буду наносить эмаль с помощью валика и кисти. Первый слой нанесен. Замачиваем кисти в White Spirit и повторяем процедуру не ранее, чем через 24 часа. Готово. В итоге имеем преобразователь ржавчины, грунт и прочное декоративное покрытие со сроком службы от 7 лет. И, кстати, по промокоду АМБ все мои подписчики могут получить 10% скидку на материалы от завода-производителя. Ссылочка в описании. Ладно, давайте доставать якорь. Для этого нам необходимо открутить вот эту гайку. Эта гаечка в данных моделях стоит на фиксаторе резьбы, поэтому откручивается с усилием. Вручную шестеренка доставаться не хочет, поэтому берем деревянную колотушку и аккуратненько, ключевое слово аккуратненько, выбиваем корпус с якоря. Корпус снят, откручиваем держатель подшипника. Данные винты тоже стоят на фиксаторе резьбы. Открутили и снимаем. Как уже ранее было сказано, этот подшипник будет меняться, поэтому давайте его сразу достанем.
Опять же будем менять нижний подшипник. Давайте его тоже сразу снимем. Снимаю резинку, затем снимаю стопорное кольцо, на котором стоит магнит, нужный для стабилизации оборотов. Затем снимаю сам магнит, ну и, конечно же, снимаю подшипник с помощью съемника. Ну вот мы наконец-то и добрались до передней части корпуса редуктора. Давайте снимем ведомую шестерню. Для этого необходимо снять стопорное кольцо. Ну и все, а потом снимайте шестеренку. После того, как шестерня снята, можно выпрессовывать ведомый вал. Ну и, конечно же, доставать подшипник. Для этого необходимо снять еще одно стопорное кольцо. Ну вот, по сути, все, что необходимо было разобрать, мы разобрали, поэтому приступаем к чистке деталей. Вычистили все деталюшки, ну и давайте смотреть, что конкретно под замену. Заменим износившиеся щетки. Оба подшипника на якоре. Снизу поставлю 607 фирмы НМБ, сверху 6000 фирмы НСК. Также пойдет под замену передний подшипник редуктора. Поставлю 201 фирмы НСК. Ну и, естественно, заложим новую смазку в редуктор, так как старая там, совсем никакая была. Игольчатый подшипник менять не буду, так как он в идеальном состоянии. Помимо замены деталей, кое-что необходимо подкорректировать по мелочи. А именно, необходимо зафиксировать наш блок управления, чтобы он так вот не колбасился. Ну и, конечно же, поменяем положение блокировки вала. Износом в бок. Вот примерно так. Обратите внимание, самую изношенную часть я направил к втулке, а самую целую по ходу шестерни, чтобы она как раз и стопорила наш ведомый вал. Блок управления зафиксировал термоклеем в нескольких точках. Теперь он не шевелится вообще. Фиксировать блок управления необходимо для того, чтобы он стоял ровно и не шевелился относительно магнита. Короче, для корректного считывания оборотов. Ладно, давайте собирать инструмент. Начну я, пожалуй, с передней части корпуса редуктора. Устанавливаем подшипник. Ставим кольцо пружинное. И фиксируем все это дело стопорным кольцом. Вот примерно так. Затем подбираем наставку нужного размера и напрессовываем ведомый вал. После этого ставим шпонку. Я использую густую смазку для того, чтобы шпонка не елозила во время напрессовки шестеренки. Хорошенько прицеливаемся и устанавливаем шестерню. Следите за тем, чтобы шпонка попала в шпоночный паз. Убедились, что все стоит ровно, и напрессовываем. Шестерня напрессована, можно фиксировать стопорным кольцом. Все, можно потихоньку переходить к корпусу редуктора. Ставим 6000 НСК. Ну и, естественно, прикручиваем. Напрессовал нижний подшипник на якорь, ставлю резинку и устанавливаю магнит. Ну и все, якорь готов к установке. Обращаю ваше внимание, на ведущей шестерне имеется прямоугольная выемка, а ответная часть имеется на якоре. Наша задача все ровненько, красивенько поставить. Вот так. Ну, как говорится, лучше один раз показать. Ставим шестерню и начинаем вставлять наш якорь. Вот так вот. Вставляем не до конца. Почему якорь вставили не до конца? Для того, чтобы было место для установки гайки. Но для начала чуть-чуть разъемного фиксатора резьбы. После этого можно устанавливать гайку. Перед тем, как зажимать нашу ведущую шестерню, обязательно убедитесь, что она утопилась и села так, как надо. Ну, естественно, зажимаем без фанатизма. Ну и все, берем корпус электрики с заблаговременно почищенными шахтами. Чуточку лубрикантику, дабы ничего не стало наперекос. Ну и вставляем.
Ах, лепота. После этого можно проверить, как все крутится. Должно крутиться хорошо. Закручиваем. Пожалуй, сразу установлю щеточки, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу. Заводим все провода так, чтобы нигде ничего ничему не мешало. И ставим заднюю крышку. Ну вот и все. Осталось только смазать редуктор. Смазать без фанатизма, чтобы он не нагревался сильно. И, наконец-то, собрать его. Устанавливаем верхнюю крышку. Обязательно покручиваем, для того, чтобы убедиться, что зуб не попал на зуб. И после этого прикручиваем. Ну вот мы наш чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Значит, у болгарки полностью поменялась работа. Думаю, по моему небольшому тесту было видно, что вибрация у болгарки ушла вообще полностью. Огонь. Ну а я надеюсь, что ваш инструмент работает так же чистенько и красивенько, как эта болгарка. Поэтому подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. Ну и хватит.